Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт котлет с жареной картошкой. Конечно, вы все удивитесь, очень все легко, но сегодня у нас все немножко будет по-другому. Сегодня у нас будут котлеты и картошка для тех, кому нельзя жареная. Сегодня мы все будем запекать в духовке. Очень быстро для всех тех, кому нельзя жареное, у кого нет времени просто-напросто стоять и жарить эти котлеты, переворачивать. Это очень быстро и очень вкусно. Такие воздушные и такие ароматные котлеты вы еще не пробовали. Попробуйте их приготовить сегодня со мной, и мне кажется, всем понравится и у всех получится. Для котлеток нам сегодня нужно будет взять 2 кусочка белого хлеба, не обязательно черствого хлеба, но если у вас есть вчерашний, конечно, это лучше. Снимаю с него корочку. Нам нужна только мякиш, вернее, от хлеба нам нужен сегодня. И все это мы зальем молочком. Приблизительно где-то 100 миллиграмм молока нужно будет. Холодное молоко у меня с холодильника. Отстраняем в сторону и оставляем, пока будем заниматься остальным. Здесь у меня 1 картошка сырая. Я ее нарезаю на кусочки. И 1 средняя луковица. Точно так же луковицу тоже нарезаем. И нам нужно будет все это измельчить. Можете измельчить, конечно, в мясорубке, можете в блендере. Я все это измельчу в блендере, потому что фарш у меня уже готовый. Сюда же я добавляю хлеб, который у нас постоял уже в молоке, вместе с молочком. И пробиваем все это блендером. Все мы это измельчили уже. И добавляем фарш. Здесь у меня ровно полкило говяжьего фарша. Сюда вы можете добавить любую сухую зелень, какая вам нравится. Я добавляю 1 столовую ложку мяты, половина столовой ложки соли. На полкило идет ровно половинка столовой ложки. И черный перец молотый. Это уже по вкусу. Можете добавить кто что любит. Петрушку, укроп. Все, что вам нравится, сюда добавляете. Но у меня как-то дети и вообще все мы любим больше всего котлетки с мятой. Попробуйте сделать с мятой, получается бесподобно. И с кинзой тоже получается, конечно, очень вкусно. Фарш у меня уже готов. Духовку я уже разожгла на 180 градусов. Включила, вернее. Смазываю пергаментную бумагу растительным маслом и формирую котлетки. Котлетки сегодня у меня будут кругленькие, типа тефтелек, вот такие вот. Они очень хорошо пропекаются, получаются сочные. Попробуйте сделать. Мне кажется, рецепт очень-очень легкий и доступный. Это для всех тех, как я вам уже сказала, кто не хочет стоять у плиты. Получается 15 котлеток, вот таких у нас средних. И здесь у меня килограмм очищенной картошки. Картошку я нарежу приблизительно так, как мы делаем картошку фри. Картошку во фритюре, как мы жарим, вот такими же тоненькими ломтиками. Духовка должна у нас хорошо разогреться. И вот такие ломтики картошки я нарежу всю картошечку. Сюда мы добавляем паприку, не острую, приблизительно 1/4 столовой ложки. Соль. Это все уже по вкусу, конечно. Сюда тоже можете добавить все, что вы любите, какие хотите травы. И черный перчик я добавляю. И, конечно, оливковое масло нужно будет или любое растительное масло, кто каким пользуется. 4 столовые ложечки я добавляю. Но мне кажется, даже если вы 3 ложки положите, тоже хватает. И все это нам нужно хорошенько перемешать. Укладываем картошечку на противень. Равномерно ее распределяем. И отправляем запекаться. Все это у меня запекалось ровно 45 минут. Вот такая получается картошка. Мягкая и очень-очень вкусная. И вот такие котлетки. Посмотрите, какие они сочные внутри, прожаренные.
И очень вкусно все получается. И быстренько, как вы поняли, мои дорогие. Попробуйте сделать. Мне кажется, понравится всем. Вот такой замечательный обед сегодня я вам показала. Бесподобные котлетки и жареная картошка. По-моему, это нравится всем. Сделайте один вкусный салатик, и у вас сегодня замечательный обед или ужин на столе. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись, и будем дружить. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Всех люблю.